Период средних веков начался предположительно в конце V века и завершился ближе к началу XVI столетия. Этот отрезок истории человечества особенно популярен у создателей кинокартин, художественно-исторических романов и других произведений искусства. Всем нам нравится смотреть мрачные фильмы про замки, королей и масштабные сражения, происходящие на середине развития человечества. Смотря эти кинокартины, мы даже не задумываемся о том, что в угоду художественной красоты режиссеры идут на уступки и условности, которые не имеют ничего общего с реальностью. Однако именно такие моменты остаются в памяти зрителя и кажутся ему реалистичными. Благодаря фильмам о средних веках появилось множество мифов, закрепившихся в сознании общества, а историки стараются их развеять и рассказать, что действительно свойственно Средневековью, а что нет. Все думали, что Земля плоская возможно, люди без образования, и были уверены в том, что наш общий дом имеет границы и имеет форму плоской поверхности. Однако ученые, жившие и работающие в эпоху средних веков и даже раньше, четко понимали, что живут они на шарообразном теле. В сохранившихся научных работах от разных столетий можно увидеть изображение Земли именно округлой формы. Первыми сумели определить форму Земли и даже рассчитать ее приблизительные размеры греческие ученые и мыслители еще в IV веке до нашей эры. До этого момента многие действительно думали, что живут на плоской платформе, стоящей на черепахах, китах, слонах и других животных, если верить легендам. Заблуждение о том, что средневековые люди верили в плоскую форму Земли, возникло в начале XIX века, когда научные деятели начинали активную борьбу с католической церковью, чьи священнослужители называли нашу планету плоским телом. Миф разоблачил религиовед и историк Джеффри Рассел, когда опубликовал исследование, согласно которому ни один человек, имеющий образование даже до нашей эры, не верил в то, что Земля имеет плоскую форму. Специи добавляли в пищу, чтобы скрыть вкус и аромат гнилой еды. Миф часто можно встретить, читая в интернете информацию о том, как приходилось выживать человечеству в средние века. Объясняется обильное использование специй тем, что тогда не было холодильников и морозилок, отчего еда быстро портилась и начинала неприятно пахнуть и приобретать мерзкий вкус. Чтобы добро не пропадало, средневековые люди обильно посыпали подпорченные блюда специями и через силу их ели. Отсутствие холодильников — аргумент эффективный, хоть и забавный. Однако люди не использовали приправы, чтобы реанимировать пропавшее мясо. Если мясной продукт начинал портиться, ни одна специя была не способна перекрыть зловоние и вкус гнили, а уж тем более уберечь человека от отравления из-за употребления просроченной еды. Да и специи в средние века были продуктом дорогостоящим, который в отдельных странах ценился намного выше любого мяса. Купить и пользоваться специями могли лишь состоятельные люди, которым не нужно было есть тухлую еду, поскольку они были в состоянии покупать свежие продукты. Помои и экскременты выливали из окон, прямо на улицы городов. В обществе гуляет распространенная байка о том, что в европейских городах Средневековья был ужасный смрад, потому что все жители сбрасывали продукты жизнедеятельности, накопившиеся за день, прямо в окно, на дороге и в переулке. Делали это, ведь в городах не было канализаций, и больше утилизировать нечистоты было некуда. Однако это утверждение имеет мало общего с действительностью, поскольку в городах Европы действовали специальные законы, которые запрещали выбрасывать помои на улицу. Городские переулки и дороги не были похожими на помойку, потому что власти сурово наказывали тех, кому захочется вылить содержимое своих ночных ведер на головы прохожих. В Лондоне XIV века, к примеру, штраф за подобные действия был в размере 40 пенсов. Эта сумма эквивалентна почти 200 современным долларам США. Чтобы город не превращался в зловонную свалку, жители выносили свои отходы в общие выгребные ямы, которые регулярно вычищались, а у состоятельных горожан были собственные канавы. Ассенизаторы, которые отваживались пойти на регулярную очистку помойных ям, получали огромные деньги и жили безбедно, однако им приходилось подолгу отмокать в ваннах, наверное. В средние века не было технического прогресса. Многие люди уверены в том, что Средневековье — это эпоха, когда люди не изобретали и не открывали ничего нового, несколько столетий живя и довольствуясь тем, что придумали в Древнем Риме и Древней Греции. Но ученые за эту 1000 лет изобрели настолько много технологий, что на их перечисление уйдет слишком много времени.
Главными изобретениями человечества в средние века являются очки, мельницы, астролябии, печатные станки, механические часы, тяжелые плуги, тачки для крупных грузов, корабельные рули. Также ученые и военные из средних веков изобрели огнестрельное оружие, основываясь на китайских фейерверках и порохе, открытых несколько столетий назад. Одними из первых огнестрельных машин, ставшими прототипами современного вооружения, являются пищали, длинноствольное оружие, изобретенное в XIV веке. Средние века явно не имеют очень хорошую репутацию и известны массовыми казнями, невежеством и войнами. Подобный образ сложился благодаря Голливуду, и сегодня люди верят во множество ложных фактов, связанных со Средневековьем. Безграмотность. На самом деле это не так. Хотя Голливуд определенно постарался растиражировать в своих фильмах эту идею, многие из наиболее влиятельных университетов в истории — Кембридж, Оксфорд — и мыслителей Макиавелли, Данте — появились как раз в Средневековье. Темные века. После падения Рима европейская культура и экономика рухнули в пропасть, и так было вплоть до итальянского возрождения. В это многие верят, и именно поэтому средние века также называют темными веками. Хотя на самом деле первоначально этот термин был использован историками, которые подразумевали то, что им почти ничего не известно о данном периоде, поскольку у них не было сохранившихся записей той эпохи. Земля — центр Вселенной. Хотя находились люди, в основном церковники, которые продолжали утверждать подобное, были и другие. К примеру, Коперник развенчал эту теорию задолго до Галилея. Рыцари были благородными и отважными. Естественно, думать, что все рыцари были одинаковыми, это уже глупо. На самом деле, дворянам даже пришлось принять фактический кодекс рыцарства в XIII веке, чтобы заставить рыцарей, находящихся не на войне, вести себя не как пьяные студенты. Применение столовых приборов. Жители Византийской империи умели пользоваться вилкой уже в VII веке. В Рим это искусство проникло к XI столетию. Отчего бы тогда жителям Европы иметь странную привычку есть пищу руками, как это иногда преподносится? Нет, большинство жителей, даже и не самых состоятельных, чудесно использовали столовые приборы. Мытье и гигиена. Мылись, конечно, не из душа, и далеко не все, но чистоту тела старались поддерживать. Протирание тела влажной тканью, пропитанной ароматическим уксусом, были вполне привычны аристократам. Люди из низших сословий старались тоже держать себя в чистоте. Взять один только факт широкого распространения мыла в странах Европы в Средневековье. Мыловары считались одними из самых успешных дельцов. Кто-то же покупал их продукцию. Религиозность тормозила технический прогресс. Многие считают, что строгие религиозные убеждения Средневековья не позволяли развиваться научной мысли и прогрессу. Эту эпоху даже называют темными веками. На самом деле, благодаря средневековой церкви появлялись учебные программы, включавшие математику и другие науки. Библию переосмысливали как руководство по познанию мира, а разрыв между античным уровнем науки и нынешним сокращался. В средние века изобрели книгопечатание, водяные и ветряные мельницы, очки, магнитный компас. Во многих из этих открытий так или иначе участвовала церковь. Так что религия не тормозила прогресс и даже ускоряла его. Стоматологической помощи не было. Стоматологию и теперь еще считают формой пытки, так что, кажется, в Средневековье ей самое место. Однако мы забываем о том, что у наших предков не было такого доступа к сахару, так что их зубы были куда здоровее, чем у нас. В то же время ученые исследовали челюсти людей из Средневековья и выяснили, что они чистили и удаляли зубы с помощью профессиональных инструментов. В начале 1400-х годов итальянский профессор Джованни де Арколи написал трактат о стоматологической помощи, где доказал, что основные современные методики дантистов использовались и тогда. Он даже рассказал, как сохранить гниющий зуб, заполнив его золотом. Женщины сидели дома и занимались детьми. В типичных фильмах о Средневековье женщины только и делают, что рожают, готовят и умирают молодыми. На самом деле в средние века женщины не гнушались мужской работой и были полноценными членами общества. Они заботились об урожае, работали в промышленности, от ткацких мануфактур до кондитерских фабрик, управляли семейными магазинами, тавернами и гостиницами. Им были доступны даже главные позиции во власти. Женщины становились королевами и управляли монастырями, центрами средневековой жизни. Когда после чумы население Лондона вдвое сократилось, то предпринимательство, в том числе пивоварение, взяли в свои руки вдовы. Из-за грязной воды все пили вино и пиво.
На самом деле средневековые люди пили вовсе не так много алкоголя, как нам кажется. Большинство городов тогда строили возле крупных источников пресной воды. Опасными были лишь промышленные объекты, работавшие с красителями, но их управляющим запрещалось сбрасывать отходы в водоемы. Так что с водой все было в порядке. Пиво тогда тоже любили, но оно было гораздо слабее современного, и пили его в основном для того, чтобы утолить жажду во время тяжелой работы.